Всем привет! Сегодня у нас есть интересная новость. Я в гостях у моего друга, инженера Николаева. Здравствуйте. Не так давно один из самых богатых людей мира, Илон Маск, объявил награду в $100 миллионов тому, кто разработает наиболее эффективную технологию улавливания углекислого газа. Это поможет в борьбе с глобальным потеплением. Да, и мы как раз разговариваем о сложностях в разработке данной технологии. Сложность, на мой взгляд, как инженера, заключается не в том, как извлечь углекислый газ из атмосферы, а то, что с ним делать дальше. Ведь это гигантский объем. Сжижать и разливать по баллонам. Но куда потом девать эти баллоны? В идеале нужно превратить газ в твердое компактное вещество, которое может храниться вечно. Да, в принципе, в этом и есть суть объявленного конкурса. Только учитывая, что на Илона Маска сейчас работают лучшие умы человечества, а технология до сих пор не создана, то стоит признать, что вряд ли она будет создана в ближайшее время. Но подобная технология существует уже миллионы лет. В процессе фотосинтеза растения превращают углекислый газ в органические вещества. Смотрите. Давайте представим, что эти огурчики, деревья, они создают свою массу из воды, углекислого газа и солнечных лучей. 300 миллионов лет назад, в каменноугольном периоде, огромная масса этих деревьев оказалась погребена в глубинах Земли. Да, по сути, это и была та идеальная технология, позволившая изъять из атмосферы миллиарды гигатонн углерода и законсервировать его. Так что же произошло дальше? А дальше этот углерод превратился в природный газ. Вот это у нас природный газ. Нефть. Вот это у нас нефть. И шпроты. В смысле, в каменный уголь. То есть вопрос в том, можем ли мы создать данную технологию? Ну, в принципе, засадить всю планету деревьями мы можем, но куда их потом девать? Замораживать и складировать в Антарктиде? Да, потому что сжигать нельзя, позволять им разлагаться тоже нельзя. Иначе весь углерод снова окажется в атмосфере. В каменноугольном периоде не было людей, которые сжигали деревья. И еще не было грибочков, которые при помощи ферментов могли расщеплять вещество лигнин, которое делают деревья твердыми. Да, таким образом и образовались огромные завалы деревьев, которые со временем и превратились в углеводородное топливо. Только у нас нет миллиардов лет, чтобы ждать, когда деревья превратятся в каменный уголь. А теперь давайте зайдем с другой стороны. Представьте, что правительства всех стран договорились выводить из атмосферы определенный объем углерода ежегодно. Так не проще ли использовать уже существующую консервацию и просто не добывать и не сжигать такой же эквивалент углеводородного сырья? Ты имеешь в виду то, чтобы не разрабатывать технологию по извлечению углерода из атмосферы, а просто не выделять его? Ну да, и разрабатывать другие технологии по альтернативной энергетике. Но давайте будем реалистами. Правительства всех стран никогда не договорятся друг с другом. У меня есть идея, которая может объединить всех, и ведущая роль тут будет принадлежать России. Ведь водка – это тоже углеводороды. Извлекаем весь углерод из атмосферы и делаем из него много водки. Точно. Хранить ее можно практически вечно. И иногда в разумных количествах употреблять для укрепления здоровья. Как тебе такой Илон Маск?